Всем привет! Лето, жара, Петербург, ну пока еще не жара, потому что только 8 утра, я совершенно не выспалась и в общей сложности спала сегодня только час. Я летела из Москвы в Петербург с самолетом, только приехала из Пулково сюда, к пабу Бристоль закрытому, жду здесь Сашу и Машу, и может кого-то еще, и мы вместе отправимся в село Паша, чтобы снять полноценный выпуск о команде «Труд». Прошло полчаса, и у нас тут появились люди. Good morning. Маша с баулами там. У меня там овощи, Овощи? которые нужно мариновать. Овощи — это мы. У меня и тут овощи, и там овощи. Прошло еще несколько минут, появился Александр, вытащил кучу всего. Все порвалось? Да нет, ты убери в пакет. А сейчас багажник кинем, сестричка приедет. 3 секунды. Сейчас, рисуночки мои. Твои? Вчера рисовал весь вечер. Надпись. Прекрасно. Кока-кола. Без Мы в коньячка. тренде, мы в тренде. Акции, пусть растут акции. Я поставлю Кока-Колу, поставлю Хайникен. Свяжитесь со мной. Уже все. А если бы еще коньяк Арарат с нами подписал бы контракт? Да. Окрыляет. Все. Я смотрю, все в тренде просто. Тогда возьми один сидор, если что это. У нас здесь появились футболисты. Вот за спиной Маши. Мне очень понравился Калюха. Вы обязательно игроку заберите, там заметно. Это классика. Лиговый футбол. А что, футболисты живут прям здесь где-то рядом? Ну, где-то здесь работают, скорее всего. Работают? Поработают, а потом в футбол играют, Ну, понимаешь? ночью работают. Пятидневку работаешь, чтобы потом в Пашу поехать. Это кубок. Кубок Стэнли? Нет, знаешь, это лучшему игроку матча. Лучшего игрока матча, да. Почему бы в 8 утра не поехать в Пашу на выезд? Мне очень понравилось, как, после первой же домашки, там, типа, команда, давайте встретимся на центральной площади, знаешь, 4 шага от стадиона уже центр. Ну, Поселка. отлично, люблю такое. А то обычно, знаешь, в нон-лигах английских, там центр города как-то очень далеко от стадиона всегда. Ну, слушай, это ладно. У нас в Паша все через дорогу буквально. Сначала появился стадион, потом город вокруг. Да. О! Прошло сколько-то там времени в пути, час где-то, да? Мы едем по сельской дороге. Здесь пыль. Немножко в салоне уже тоже были. Вон. Прям как Стивен Кинг, мгла. Сейчас там щупальца появятся. Безалкогольного взять, еще сегодня поработать, Ты не хочешь походить? дела поделать. Так, Настя, что ты с нами? Ой, спасибо. Так, мы в Паше. Привет. Привет. Я уже все снимаю. Труд Паша всегда будет первым. Наш водитель замечательный. Как дорога? Я устала. Мне нужно мороженое. Пойду за мороженым для водителя. О, Мы все труд Паша! Мы все труд Паша! Мы все труд Паша! Мы все труд Паша! мы решили пойти пешком до стадиона от Магнита. Говорится, день начинается. Вот это я понимаю, лихо. Я на выезде. Все. Place Beyond the Pines. Отлично. Боже, прям реально как стадион в какой-нибудь низшей лиге Англии. Трибуна сварена еще в конце 70-х, по-моему, в начале 80-х. Здесь когда-то был тренером, ну, вообще занимался всем спортом. Вот. Анатолий Власов, отец нынешнего тренера, то есть нынешний тренер продолжает его дело. Вот. И тогда не было никаких там средств там, специальных и чего-то там прочего. Вот. И он был сварщиком по профессии, он сам сварил эту конструкцию. Круто. Вот. Поэтому эта трибуна еще самодельная, как модно сейчас говорить, крафтовая. Ворота, кстати, тоже сваренные Анатолием Власовым, тогдашним тренером. По-моему, тоже в начале 80-х сварены, до сих пор стоят. Было табло фанерное, но мы
фанатами скооперировались, у них возникла идея, и мы перекрасили табло в клубные цвета, вырезали из фанеры цифры, вот, вешаем их на специальные крючочки. И также вот эту табличку обновили с надписью «Труд, гости». Что высокий довольно. Ну надо это, вот это вверх. Ага. Кто придумал этот плакат? Это придумало наше сообщество великое и ужасное. Вместе? Вы голосовали, что ли? что Вместе и до написать? конца. Да, это было, действительно была оживленная дискуссия по поводу текста, который должен отражаться на этой прекрасной. Какие еще варианты были? Ой, я, может, не буду озвучивать, пожалуйста. Самое смешное, что Илюшка ее рисовала просто в одно лицо на заднем дворе Бристоля. К нему подходили бабушки, спрашивали, что вы тут делаете. Он говорит, я пишу поздравления девушке или что-то такое. Ну и бабушки, конечно, повелись на это. Естественно. Он такой, какой вы молодец. Ну еще очень, кстати, кошки интересовались. Кошки? Ну да, там во дворе очень много живет. А вы уверены, что... Все нормально. Илюша проконтролирует. Ну она вот будет вот так. Ой, здорово как. Принял. А вы еще не придумали, что дарить лучшему игроку Слушай, матча? нет. Ну вот алкоголь, мне кажется, это уже не то. Вот банку солей не была сегодня шутка, но мы тогда не напасемся. Прикинь, у лучше... меня банка грибочков есть с собой. Не, понимаешь, лучший игрок матча получает банку солений. Это же, мне кажется, очень круто. Или игрок вот месяца. такое. Вот, не, вот. О. А если он не любит соленья? Ну это Тогда в смысле он не любит соленья? Когда он не любит труд. Тогда он не играет за труд. А вот эти шарфики, кто их делал? Ну, а мы делали, собственно, это вот, получается, первую партию немножко такого попроще делал Эйном уже непосредственно. Он один из шарфов висит, кстати, в Бристоле на память. А эти мы делали непосредственно перед сезоном в лимитированном количестве просто. А можешь показать? Ну ты куришь? Ну, курю, да. Вот еще. Вот. Видно, хорошо. Долго дискутирую с дизайном. Мария, пожалуйста, присаживайтесь. Ложа для прессы. Труд Паша всегда будет делать. С кем играем-то? Команда «Фортис» из райцентра города Волхов. О, они же крутые. А? Они крутые ведь, да? Ну, они, да, 10-кратные чемпионы последних лет. Ну и сейчас идут на первом месте в нашей группе. А твой барабан? Нет. А чей? Эйна. Че же еще? В группе Волхов СМИ ВКонтакте было сообщение о том, что будет трансляция на Ютубе, ссылка на Ютуб была. А в итоге Не нет? знаю, есть или нет. Сейчас посмотрю. А, есть. О. Трансляция идет. Да. Даже какие-то там комменты. Come on, Паша, welcome in the chat. Russian Non-League Football подкаст пишет. О. Наши пацаны. Да. Видимо, с трибун снимают. Вперед наш труд, Паша! Красно-черный, красно-черный, красно-черный навсегда. 9 номер гостевой команды. Он, кстати, желтый сейчас получил. Волховчанин. Он получил за разговор желтую карточку.
Потому что, конечно, кто должен общаться с рефери? Только капитан команды. Ребята наговорить сегодня на удаление, мне кажется. Прогноз За детей подкармливают. Или кто-то даст им купить. Найти у них капитана команды. Да я на игры не смогу ходить. Капитанская повестка, кто играет. Что, хочешь ему врезать, что ли? Нет, бей по яйцам и беги. Вышел, хорош! Вперед! Капитан? На 77-й там бегает вдоль бровки, а толку? Интересно, каков регламент? В смысле, кто выходит дальше? Да, ну вот как вообще здесь все устроено? Ну, из отборочной группы выходят 3 первые команды. Вот. И уже в финальной пульке играет также по кругу, но встречается только с командами из соседней группы. Понятно. То есть, грубо говоря, если выходит, допустим, Фортис, мы и Кисельня, то мы будем играть с командами из соседней группы, то есть там, Фортуна, Факел, еще там кто-то. А как они делятся по группам? Жребием или это по территориальной какой-то? Да, вроде жребий, да? Ну, скорее территориальный, вот, но договариваются на предварительном собрании. Краткий итог первого тайма, счет 0-2. Я обгорела, все немножечко обгорели. А потому что крема не берете. Но настроение все равно хорошее. Есть черлидерши, между прочим, здесь. Мы такие красные. Музыка нас связала, тайны наши стала. Всем уговорам твержу я в ответ. Жара, нет. Ты могла бы быть черлидершей? Я была черлидершей. О, где? В институте. Баскетбольную команду свою это. Мбаппе бы не помешал, кстати. Труд Паша! Вперед! Труд Паша! Вперед! Давай! Труд Паша всегда будет первым! Труд Паша всегда будет первым! Вопрос такой, а откуда форма, кто спонсирует вот это все? Эта форма, по-моему, был спонсор наш директор. У нас же 2 формы. У нас типа подразумевалось, что будет домашняя и гостевая, соответственно. Желтая и черно-красная. Но почему-то всегда играют в красно-черный. Видимо, больше парням нравится эта форма. Сегодня несколько игроков снова нет, да, несколько ключевых игроков. Полузащитника, разыгрывающего, центрального, и кого еще? И защитника центрального. Поэтому так слабенько вышло. Вперед наш труд Паша! Красно-черный, красно-черный, красно-черный навсегда! Оле, ола! Вперед наш труд Паша! Красно-черный, красно-черный, красно-черный навсегда! А вас часто ругают за пиротехнику? Ну, сейчас будет второй раз. Да не, на самом деле, с пониманием оставили. Не ругали, кстати. Красно! 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 Тяжелая игра, тяжелая жара, но все равно спасибо. Спасибо, ребят. Вам спасибо за игру. Тяжко, да? Нормально все. Синенькие тоже хороши. Признан лучшим игроком матча, вручается ему приз банка У него еще день рождения. грибов. С днем рождения! Как в такой жаре играть?
Очень тяжело. 35 лет уже сдох. 35 градусов. Я чуть не сдох. 35 лет, 35 градусов. Да. Тяжко. Где кофта моя? Где ты там? Вообще мы бы здесь неплохо скорую дежурную. Да? Ну, это Я такой бы с удовольствием с вами, если честно, там бы пил пивасик, болел. Ну еще пару лет поиграю, да. Мы старались пить пивасик за всех. Я вижу, у вас там вообще все хорошо. Организация, вы сами видите, у нас вообще тут. Топ. Ну да, топ. Даже я говорю, что зрители все, жарко сегодня. Но играли-то обе команды, одна-то лучше, одна хуже. А мне рассказали, что вот эту трибуну монтировал ваш отец? Да, все это построено им. То есть у вас потомственный труд Паша? Да, все родословно. А вы, получается, сколько уже в клубе? Я с малых лет. Ну, то есть вот это поле все съели мы. Делали поле, все это. Мне недавно 50 лет было. Да, то есть, ну и вся жизнь здесь. А это вам лично. О, спасибо. Там все написано, все есть. Вся история? Да. Больше половины собрал Эйна наш. Золотой человек. Да, золотой человек втерся в эту 2 года, как он начал это движение. И вот оно теперь на отлично все идет. Своди. Пошли? Там просто... А вообще в планах там или это музей какой-то мы будем делать. Вот у нас раздевалка. Ага. Она такая. Просто стильная. Стулья из какого-то старого ДК. ДК Пашского ДК. Линолеум. Вот шарфы. Коллекция небольшая. Откуда такая коллекция? Ну, привозят там. Привозят, да, это? Здесь у нас награды. Ну, это типа тренерская, там, все куча, судейская, да, все подряд. Вот. Афишки расклеиваем на матче. Вот. Афиша, честно скажу, стырил был какой-то Кубок Англии на Уэмбли. Ага. Вот, и в таком ретро-стиле. Ну, и слегка подделал, подретушировал. Вот, меняю просто цветоформу и все. Здесь кубки, но они, сама знаешь, какие сейчас делают, ерундовые. Вот, но есть неплохие экземпляры, сохранились. Ретро. Ого. Ну, здесь у нас лыжная, инвентарная. Да. Лыжи? Все подряд, лыжи, палки, мячи. У нас, кстати, какое-то время была секция по лыжам. То есть прям приходят кататься дети на лыжах, не только дети, и взрослые. А сейчас есть даже клуб скандинавской ходьбы. Они зимой и летом ходят. Наши друзья даже там участвуют. Вот, ведут здоровый образ жизни, как сказать. Здесь раздевалка противника. Ага. У нас есть еще душевая. Вау. Ну, типа такая схематическая, так сказать. Давайте расскажем о вот этой стойке. Ага. Стойка англичанка. Вот. Это так и назвал один из наших фанатов. Угу. Михаил. Потому что как в Англии. Да. То есть там есть такие ограждения, где можешь стоять, опереться. Извиняюсь, я прожил. Вот. Сюда можно ставить пиво, еще что-то и так далее. Сюда вешать баннер. Вот. И мы делали это совместно с фанатами. То есть они приехали, обратились к нам, мы вместе выкапывали ямы, пилили брус, приделывали доски. Мы это делали с вратарем. Вот. Он тоже все выкапывал. И самое веселое было, когда приехал тренер и просто обложил нас, как сказать, матом. Матом. Да. Говорит, вы что сделали? Нужно было ниточку натянуть. Кирилл вратарь говорит, так мы же вроде там мерили от линии лицевой. Он говорит, надо было ниточку натянуть. Короче, дайте я сам сделаю, сам попал. Вот это прелесть низших лиг, когда команда, фанаты и просто там люди постороннего помогали ребята с этой стройки. Стройки ДК. Просто ребята ходили вечером в свое свободное время и просто помогли там выкопать, что-то подержать, там, приделать, там, флагшток сделать и так далее. То есть такая вот прелесть низших лиг. Светленький. Все заодно. Да. И куда вы баннер денете? Подарите клубу или с собой заберешь? Подарим клубу. Подарим пресс-атташе, а он пусть решает, что может в бане повесить. Туда же тоже фан-айди не нужен в бане. У нас уже баннеров скоро. Как у англичан.
Правильно. выезда. На выезда одни, дома другие. Отжимать будут всякие там. Вот этот, ну пусть отожмут и себе повесят. Как они сжигали, главное, что. Ну что, матч закончился не так, как мы, конечно же, того хотели. 0-4, но вот, сгорели мы прилично. Плюс 35 или 38, даже непонятно. И сейчас мы пойдем смотреть на само село Паша, на речку. Может, даже искупаемся. В общем, вы оставайтесь, смотрите дальше. Она хвостиком машет. Хорошая собака. Собачку с нами хочет. Это моя собака, поэтому она... А, это твоя собака? Да. Итак, на данный момент мы находимся на перепутье двух мнений. Смотровая площадка или купаться. И то, и другое. О, вы любительница и рыбку съесть, и все остальное сделать. Разумеется. Отлично. Пашский перевоз. Смотровая площадка построена на месте Пашского перевоза. Здесь раньше был паром. Мост был построен только в 70-м году вроде бы. Вот. То есть раньше просто переправляли на пароме вот здесь. Кто-то тут уже заявлял, что будет голый, да? Черный! Черный! Плыви обратно! Вы залезли в воду. О, да. И как это было? Это было восхитительно. Она в меру прохладная, даже такая теплая. Я думаю, что такая погода постоит еще какое-то время и будет совсем теплая, как парное молоко. Если еще такая погода постоит, мне кажется, река просто выпарится. А куда она течет? Волжское озеро. Понятно. Как Она... называется? Это река Паша. Футболисты сюда после матча идут купаться? Довольно часто. Сейчас здесь от стадиона минуты 3 идти. Ага. С чем дойти и выкупаться. Что мы и сделали. Да, сейчас, короче, мы еще нырнем. Да. Я сейчас последую примеру Эйна, только вот все это сниму. И, в общем, это будет отличное завершение поездки в Пашу.